Друзья, приветствую всех! Сегодня у нас есть уникальная возможность лично протестировать, пощупать, потрогать новую лодку от компании Solar. Причем сегодня с нами на рыбалке непосредственно Сергей Чесноков, руководитель, директор, производитель этой лодки. Но попросим его для начала сказать пару слов о самой концепции именно этой лодки, о формате. Ну а потом уже у меня предложение такое, от него отвертеться не получится, мы будем уже лично, беспристрастно, как говорится, ее тестировать. Пожалуйста. Добро получаем, если что-то убьем, вероятность того большая, вы уже заведите нас. Ну, я за непредвзятость в оценках. В этой лодке, Виталь, нам хотелось реализовать какую-то, скажем так, не то что универсальность, да, а понять для себя все-таки, что мы можем сделать в плане функций, добавить лодке характеристик в плане мореходности, проходимости по мелководью, экономических характеристик, связанных с эффективностью лодки, то есть которые выражаются в топливе, в расходе, да, и у нас, мне кажется, получилось. В этой лодке Solar 470 Superjet нам захотелось немного расширить границы применимости ее. Не в ущерб качествам, которые мы имели на основной линейке, а дополнить их. Мы работали больше года, испортили больше десятка прототипов. И мне кажется, это удалось нам здесь реализовать. На сегодня мы получили лодку, обладающую мореходностью ничуть не хуже, чем все предыдущие наши модели, которые люди знают, 420, 450, 500. Но при этом мы дополнили ее такими характеристиками, как проходимость по мелководью, как скольжение очень хорошее у этой лодки получилось. То есть это как раз и говорит о том, что экономичность при длинных каких-то походах, то есть людям нужно будет брать меньше топлива с собой. Сергей, ну давай тогда пару слов об особенностях конструкции, о конструктиве данной лодки, ну и переходим непосредственно к живому тестированию. В первую очередь эта лодка отличается усредненными размерами. То есть основная ширина и длина всех моделей лодок, они от 1,75 м до 2 метров, как правильно. Мы здесь сделали 1,85 м. То есть это позволяет в то же время иметь относительно широкий кокпит, и обеспечивать какую-то проходимость по каким-то узким извилистым речкам, по каким-то струйкам, если где-то нужно подниматься. Нам с опытом, со временем работы кажется, что именно такая ширина, она оптимально. Второе отличие, это, конечно, мы удлинили лодку и носовую часть приопустили. Носовая часть баллона, она приопущена к воде, это улучшает обзорность. То есть, когда ты идешь где-то по мелким местам особенно, это очень важно смотреть по воде, где там твой путь, куда дальше ехать. И следующий принципиальный момент, это днище. Огромная проблема для надувных моторных лодок больших размеров, это продольная жесткость и обитаемость кокпита. Мы в этой лодке сохранили обитаемость кокпита, глубину, и днище не стали делать толще. Сделали это сознательно, чтобы просто для удобства эксплуатации, чтобы можно было так спокойно, удобно сидеть, как мы с тобой, сейчас. И как нам это удалось? В данной модели мы сделали следующую вещь. Вертикальные переборки формообразующие, они изготовлены из 2 слоев материала. Если все раньше лодки, выпускаемые нами, они так как были более килевые, и это позволяло обеспечить продольную жесткость лучше. В этой модели мы их сделали из 2 слоев. Что это нам дало? При той же самой толщине днища мы получили двойную продольную жесткость. Увеличение этих качеств в 2 раза. Ну, отличное решение. Ну, я думаю, сейчас мы приступим непосредственно к тестам, уже в этих реальных условиях. Скорость я предлагаю не мерить. Никакого смысла в этом нет, потому что лодка плоскодонная. Лодка даст, собственно говоря, все, что ей передаст двигатель. Эти замеры, их очень много в интернете. Скорость понятная, расход понятный. Мы этот блок вообще пропускаем, не будем даже тратить на него времени. Да. Давайте первое, что нас интересует, это проходимость лодки. Мы находимся сейчас в проточистых разливах. Здесь есть камни, здесь есть мели, галька, бревно у нас лежит. Я хочу посмотреть, как эта лодка ведет себя конкретно на мели. Поехали! Начнем с этого участка. Сразу скажу, лодку я не знаю, на этой лодке не ходил. Я прямо сейчас буду по мере уменьшения глубины
сразу же с ней знакомиться. Вот у нас есть уже здесь участок реки. Давай посмотрим. Выходить мы сюда будем не ходом, а с поворота. Пришлось поправки естественным образом брать на боковой занос, который в какой-то степени существует у плоскодонных лодок. Но лодка абсолютно управляемая. Мы видели, как удалось заложить лодку в поворот, то есть не сходу войти в эту мель. Это обеспечивается тем, что лодка очень хорошо выходит в глиссирующее положение. И уже буквально вот здесь 2-3 метра мы выходим. Идем по мели, причем вверх на встречном восходящем потоке мы почти не задели, маленько там камушка вкинула большим интейком. Лодка отлично прошла. Вниз мы когда спускались, естественно, мы нос лодки, у нас здесь нет места для маневров. Мы нос лодки запускаем уже на мель, то есть боком спускаемся, дном мы задели, но это естественно, потому что глубины здесь там, 5 сантиметров. Вышли отлично, лодка сразу же при перегазовке встает на нужный курс, выходит. Ну и также видели поворотную динамику, что лодка, если мы движемся на препятствие на какое-то, мы можем мгновенно, если лодка не перегружена, остановиться, развернуться, встать. Мне попадались на тестах лодки Solar и других производителей, которые не могут разворачиваться на месте за счет длинных опущенных законцовок. Здесь этот момент как раз учтен. Вот. То есть конуса кормовые, они сделаны просто карандашиками, чтобы ты мог вот получить вот эту вот маневренность на каких-то ограниченных участках, как здесь как раз. Если бы у нас был иной крой концевиков, у нас бы возможность для маневрирования такой не было. Я видел, как ты уверенно закладывал эти повороты и абсолютно спокойно как бы смотрел на то, как ведет себя лодка, предсказуемо, потому что какой-никакой килек все-таки есть небольшой у нас здесь. То есть, несмотря на общую плоскодонность, для того, чтобы лодка имела курсовую устойчивость хорошую, мы вынуждены делать хотя бы какое-то подобие, понимаешь, чтобы вот эти гидродинамические качества не ухудшались, чтобы управляемость присутствовала. Это очень важно в таких как раз условиях ограниченных. Ну, также момент какой. Лодка идет бронированная, дублированная вторым слоем материала, причем не только снаружи, но и одна из немногих моделей лодок, в отличие от других китайских аналогов, внутренняя часть кокпита также защищена антискользящим покрытием. То есть, ну, сам производитель здесь дает стопроцентную гарантию по камням, потому что если мы ее порвем сейчас... Виталь, мы 15 лет уже это делаем, да, поэтому... такого опыта, как у нас в этих условиях езды по каким-то таким, делам, да, нехорошим. То есть из производителей по факту нет. Вот ты вот сравнил с китайцами, а это очень хорошо. То есть, да. Сравнение такое, они не понимают просто, зачем и что делать, зачем они не пользуются сами. То есть вот он, реальный режим эксплуатации, да. Здесь еще, я вижу, лежит в мелкой протоке бревно. Хочу попробовать через него переехать, почувствовать, как лодка себя ведет. Минимальная, практически несколько сантиметров, если есть. Очень мелкоходная лодка на самом деле. Честно говоря, ехал, ждал удара от двигателя, что он подскочит. Не было. Бревно реально торчит из воды, не было. Неожиданность, сразу говорю. Там вынужден был заглушить мотор, реально мелко в ямочку убрать лодку. Назад ждал удара от двигателя, нету. То есть высота расположения водозаборника в данном тоннеле позволяет, давайте скажем смело, беспрепятственно такие вещи преодолевать. Более того,
Еще раз отметил, сейчас шел очень высокую динамику. Даже на пустой лодке выход на глиссер. То есть я шел на низких оборотах на подходе, то есть чтобы не рвать, не гнать воду, то есть именно резкой перегазовкой лодка мягко, четко, уверенно, не сшибает, берет. Ну, вопросов нет, как бы вы все видели сами. Сами по себе тоннели в наших лодках, они глубину имеют, наверное, 8-9 сантиметров максимально. При этом подвески моторов, нижняя часть водозаборника находится выше, чем граница тоннеля верхняя. То есть из-за того, что мотор мы выносим назад, это дает возможность поднять водозаборник еще выше, даже чем граница тоннеля верхняя это позволяет. Да? И прохватов нет, как ты убедился. Сейчас предлагаю проверить лодку на такую характеристику, как выход на глиссирование. Правильно настроенная лодка должна выходить без дельфинирования, не переходить в этот режим, без промежуточного дельфинирования, даже с кормовой загрузкой. Мы оставляем абсолютно пустой кокпит, вдвоем садимся на корму, вот 2 человека, условимся по 80 килограмм, бак бензина 50 литров, да? Мотор двухтактная 40-ка, полтинник в одной весовой категории. Посмотрим, как лодка себя ведет. Лодка оснащена у нас трансовыми плитами, которые именно обеспечивают вот эту стабилизацию и легкий старт с мели, и легкий уверенный выход на глиссер. Также по пути мы сейчас посмотрим общую динамику комплекта, приемистость, маневренность, разворот и т.д. и т.п. В общем, покрутимся здесь, посмотрим, как лодка себя чувствует. Даже я попросил Сергея назад наклониться, еще больше центр сместить. Лодка, естественно, дает некий дифферент, потом абсолютно четко стабилизируется и пошла набирать скорость. То есть никакого завала кормы, никакого провала, просадки нету. Ну, естественно, это при условии абсолютно некорректной развесовки все должно быть иначе. То есть при балансировки веса в кокпите лодка стартует абсолютно ровно. Хотелось сохранить как раз вот эти ходовые качества, придать старым моделям большую мелководность, что ли, проходимость, да. Ну, мне кажется, нам это удалось. Как ты считаешь? Я еще нахожусь в режиме осмысления, честно говоря. Удается помучить лодку туда-сюда. Честно говоря, пока смотрел, где вести корму, чтобы не забрать. Вот эту косу видел, а ту нет. Вылетели на косу. Видно четко вот здесь расположение интейка, как он стоит. Интейк не подходит под пластину. А за счет того, что заполняемость тоннеля по своей сути в циферном выражении не глубокая, но заполняемость водой очень хорошая, мы можем интейк ставить не под, а вровень с пластиной. Ну, конкретно вот эта лодка так и настроена. Но
Несмотря на то, что при поворотах нос интейка смещается, идет замывание и провоздушка. На это придется брать поправку, потому что мощный разворот, когда происходит, естественно, идет прохлад. Ну, я считаю, что естественно нормальное поведение лодки и новой быть не должно. Формат данной лодки позволяет мне в одиночку абсолютно спокойно справиться, снять ее. То есть лодку как мы снимаем? Мы когда куда-то заезжаем, даже если есть груз, не надо ее толкать назад, не надо ее сталкивать в бок еще. Мы просто берем за носовую часть, она обычно не загружена. Просто ее уводим на самое глубокое место. Тем самым лодка, можно сказать, сама снимается, остается ее только маленько подтолкнуть. То есть здесь с этим проблем вообще нет. Идем дальше. Спасибо, Сергей, за возможность провести тесты. Тесты объективные, очевидные. Единственное, конечно, кое-какие характеристики у нас не было возможности проверить. Спасибо, Виталий, за проведенный тест-драйв. Очень важно и полезно слышать мнение профессионалов такого уровня, как ты. И прислушаемся к твоим каким-то замечаниям, возможно, если они есть или появились. Будем дальше стараться делать хорошие лодки для наших покупателей. Спасибо.